Мы продолжаем рассказывать о кризисной ситуации в белорусской экономике и финансовой сфере, ее влиянии на нашу финансовую безопасность и способах противодействия режиму Лукашенко. Ведь само существование этого режима ставит нашу безопасность под серьезную угрозу. Ссылки на предыдущие видео мы по традиции оставим в описании к этому ролику. И мы вновь призываем вас делиться информацией с вашими знакомыми и рассказывать друг другу правду о том, как режим Лукашенко обманывает и грабит белорусов. Сегодня мы поговорим о том, как мы вместе можем усилить эффект от введенных против режима Лукашенко санкций, защищая при этом собственные финансы и приближая конец диктатуры. Как известно, 1 февраля Литва ввела против режима Лукашенко национальные санкции и остановила транзит белорусского калия через свою территорию. А 15 февраля запрет на транзит продукции компаний «Беларуськалий» и «Белорусская калийная компания» ввела Украина. Что это значит? Во-первых, это серьезный прецедент и пример для всех наших соседей по устранению отсрочек и лазеек в ранее введенных санкциях. На наш взгляд, на решение Литвы и Украины остановить транзит удобрений одновременно повлияли два фактора. Первый – это репутация, которая стоит гораздо дороже, чем бизнес-отношения с диктатором, силой, захватившим власть в соседней стране и организовавшим гибридную войну на границах. Диктатором, который теперь открыто угрожает соседям реальной войной и уже 1,5 года ведет полномасштабную репрессивную войну против белорусов. Европейского и исторически братского и для литовцев, и украинцев народа. Второй фактор, который также важен, это косвенное влияние санкций США. Точнее, инструмента вторичных санкций. Мы не беремся утверждать, что именно угроза попадания той же литовской или украинской железной дороги под действие вторичных санкций превалировала над вопросами репутации при принятии решения правительствами этих стран. Однако вторичные санкции США очень серьезный инструмент, и осознанно рисковать попасть под его действие едва ли кому-то захочется. Но вернемся в Беларусь. Факт прекращения транзита белорусских удобрений через Литву и Украину приведет к сокращению поставок, а значит и к значительному уменьшению экспортной валютной выручки. Беларусь экспортирует около 12,5 миллионов тонн калийных удобрений в год. В денежном выражении это около 3 миллиардов долларов. Переориентация на российские порты не сильно исправит ситуацию. Их мощностей хватит на перевалку только 2-3 миллионов тонн. Не стоит забывать и о других секторах экономики. Например, недавно стало известно о решении Эстонии прекратить транзит нефтепродуктов под таможенным кодом 2707. Это закрывает режиму Лукашенко еще одну важную лазейку, оставленную ранее введенными санкциями Евросоюза. Санкционное кольцо вокруг режима Лукашенко сжимается все сильнее и ведет ко все большим потерям валютной выручки от экспорта. Время прошлогоднего экспортного чуда, которым так хвалился режим, прошло. К чему это приведет? Во-первых, самое очевидное к сокращению предложения валюты и росту курса. Когда это случится? Возможны разные сценарии. Об одном из них мы говорили вчера в случае агрессии в отношении Украины. Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что финансовый сектор, как и вся экономика Лукашенко, регулируется вручную. И все цифры, которые мы видим в официальных данных, рисуются и сдерживаются искусственно. Это касается и инфляции, и курса валют. Долго в таком режиме продержаться невозможно, а учитывая влияние санкций, которое будет только нарастать и усиливаться, кризис неизбежен. Во-вторых, и мы уже говорили об этом не раз, режим Лукашенко еще в июле прошлого года принял закон, позволяющий вводить полный запрет на любые валютные операции сроком на год в случае угрозы экономической безопасности. Злая ирония в том, что единственной угрозой для нашей экономической безопасности является сам режим Лукашенко и его бездарная экономическая политика. Это так же очевидно, как очевиден и тот факт, что санкции, которые ввели ЕС, США и их союзники, а также национальные санкции Литвы, Эстонии, а теперь и Украины, это ответ на вопиющие нарушения прав человека и преступления режима Лукашенко против белорусского народа и наших соседей. Зачем нужны санкции и как их отменить?
Санкции вводит сам режим в связи с беспрецедентными со времен Второй мировой войны репрессиями в отношении граждан европейского государства, захватом гражданского самолета, что может трактоваться как теракт, гибридной войной в отношении стран-членов ЕС, а в скором времени в связи с подготовкой или реализацией агрессии в отношении Украины. Кто может их отменить? Только режим. Освободив политических заключенных, прекратив репрессии, начав уголовное преследование реальных преступников и назначив новые выборы. Пока он не выполнит требований белорусского народа, санкции будут инструментом его ответственности. Объясняйте всем знакомым про повод санкций. Это сотни тысяч пострадавших от репрессий. А причина – Лукашенко и его система. Естественно, режим никогда этого не признает. Однако уже сейчас, на смену браваде о том, что санкции не работают, к ним приходит осознание: эффект наступит. Пока представители режима говорят об этом сдержанно, но за этими словами отчетливо читается растущая тревога. Вот что, например, говорил зампред правления Нацбанка Дмитрий Колечец в январе. Возможное усиление санкционного давления, в том числе в адрес предприятий-экспортеров, может привести к сужению у них возможности осуществлять сделки с иностранными компаниями. Все это может оказать негативное влияние на деловую репутацию в связи с сокращением как экспорта производимой продукции, так и импорта сырья и комплектующих. В таких условиях финансовое состояние некоторых предприятий может ухудшиться, что может привести к осложнению самостоятельного обслуживания долговых обязательств. Так чего же так сильно боится режим? Повод для тревоги у него действительно серьезный. На днях Минфин опубликовал оценки выплат по госдолгу в 2022 году. В рублевом эквиваленте это сумма с 10 нулями. На предстоящие платежи по суверенному долгу уйдет почти 10,5 миллиардов рублей в эквиваленте. Всего с учетом гарантии еще в прошлом году госдолг составил 67,3 миллиарда рублей в эквиваленте. Именно в эквиваленте, ведь подавляющая часть госдолга номинирована в иностранных валютах. Так, удельный вес валютной компоненты во внешнем госдолге более 90%. Но даже внутренний долг из-за сильной долларизации экономики Минфин выпускает в иностранной валюте, удельный вес которой в нем на сегодня составляет 85%, а 60% внутреннего долга – доллары США. И тут мы снова напоминаем о том, что против суверенного долга Беларуси действуют секторальные санкции Соединенных Штатов. Это значит, что американским гражданам и организациям запрещено предоставлять новые займы Минфину и Банку развития или покупать новые облигации обеих госорганизаций. Фактически, как мы уже говорили ранее, санкции США превратили гособлигации режима в мусор. Эти ограничения распространяются на кредиты и облигации в любой валюте. То есть ни один адекватный инвестор больше не даст режиму взаймы, купив у него гособлигации. Повторим еще раз. Запрещаются все транзакции с новым долгом сроком более 90 дней, выпущенным 2 декабря 2021 года или после, включая предоставление финансирования и другие операции. И учитывая, что размещение, погашение и выплата доходов по гособлигациям осуществляются в валюте номинала, 60% того же внутреннего долга – это доллары, а любой электронный долларовый платеж в мире проходит через американские банки-корреспонденты, эти банки должны будут прекратить обслуживать эти транзакции. То есть даже на внутреннем рынке у режима будут проблемы с привлечением долларов. Все это его плата за непрекращающиеся репрессии и преступления, а также за бездарную экономическую политику, в результате которой режим загнал страну в огромные валютные долги. Что же делать нам, белорусам? Мы с вами должны быть готовы и к росту курсов валют, и к девальвации белорусского рубля, и к реальной угрозе запрета на валютные операции в стране. Но не просто готовы. Мы должны использовать ситуацию в свою пользу с максимальным ущербом для самого режима Лукашенко. Мы должны снова начать диктовать режиму свои условия. Мы должны диктовать и навязывать свои правила, чтобы не играть по правилам, навязанным режимом. Нам важно постоянно усиливать наше давление, в том числе экономическое. Первое.
По возможности максимально менять белорусские рубли на валюту, чтобы хранить в ней свои сбережения. Да, делать накопления при нынешнем уровне дохода проблематично для многих. Однако, если такая возможность есть, держите сбережения только в валюте. И ни в коем случае не в белорусских рублях и не в белорусских банках. Второе. Купив валюту, стараемся ее не сдавать. На жизнь лучше тратить только рубли. Причем именно наличные, не забывая снимать все до копейки с карточки в день зарплаты, пенсии или стипендии. Следуя этой простой стратегии, мы сможем максимально сберечь свои средства и одновременно усилить эффект от санкций, лишая режим валютных поступлений не только снаружи, но и внутри. Сегодня нам всем нужно понять, пока мы кормим этот режим, пока у него есть возможность распоряжаться нашими деньгами, одного внешнего давления и санкций недостаточно, чтобы режим прекратил свое существование. Для смены режима в Беларуси важна комбинация внутреннего давления и внешнего. Важно ответить самим себе на вопрос, готовы ли мы платить за диктатуру, которая с каждым днем своего существования ведет нас всех все дальше к нищете, и которая прямо сейчас на наших глазах становится на военные рельсы. Только смена режима позволит открыть путь к необходимым реформам и инвестициям. Только так можно спасти страну от коллапса, перечеркнуть беззаконие, бедность и милитаризацию Беларуси и вернуть себе свободу и безопасность, в том числе финансовую.